Меня зовут Денис Хамин, я занимался продажами в компании Localrect, и сейчас занимаюсь маркетингом с момента основания, потому что являюсь соучредителем компании. Немножко о нашей компании. 10 лет у нас опыта локализации программного обеспечения игр, большей частью мобильных приложений и мобильных игр. Что еще? Являемся членами ГАЛА достаточно давно и ИГДА. Это такая ассоциация для игровых компаний. Достаточно большой опыт у нас в локализации мобильных приложений и дополнительных услуг, локализационного тестирования и немножко экзотических услуг, типа многоязычное ОСО. Также мы делаем исследования в сфере локализации. Краткое содержание моей презентации. Вначале постараюсь ответить на вопрос, для чего, собственно, мы это делаем. А затем на некоторые вопросы, которые нам задавали разработчики игр и программного обеспечения. Вопросы это, если кратко суммировать, зачем мне нужна локализация, например, на вот этот язык, и нужна ли она мне именно на этот язык, а не на какой-нибудь другой. Также будет хороший плохой кейс с примером расчета окупаемости локализации. И, надеюсь, будут вопросы. Так, первый вопрос: зачем? Скажем так, у меня есть убеждение, что локализация обычно она относится в затраты. На самом деле это не затраты, а часть маркетинга. И, соответственно, можно посчитать, сколько она приносит денег, и до сих пор это не происходит по какой-то причине, потому что нет нормальной формулы, либо нет какого-то нормального способа посчитать, собственно, окупается локализация или нет, и сколько денег она может принести. Мы постарались это сделать. Также зачем? Исследования, скажем так, какие-то материалы о окупаемости локализации. Первый я нашел от ассоциации Лиза. Она прекратила существование. Сейчас есть Common Sense Advisory, который тоже делает исследования по окупаемости локализации. Достаточно много других есть статей. Здесь краткий список. Наши исследования частично к этому относятся. Но они не отвечают на такой простой достаточно вопрос. Вот конкретно мое приложение, моя игра, мое программное обеспечение, локализация на этот язык для него окупится или нет? Если окупится, то как? Здесь краткая история наших исследований. Началось все с опроса игроков, китайской аудитории, игроков игр и русских. И мы представляли доклады на GameK Localization Europe и на LocWorld. Эту презентацию Юра Петюшин делал на LocWorld недавно. Моя презентация немножко отличается, потому что данные у нас уже за это время изменились. Так что у вас будет самый свежий вариант. Вопрос второй у разработчиков: какой рынок выбрать? Когда в 2009 году мы начали участвовать в локализации мобильных игр, было сложно поверить, но сейчас это один из крупнейших игровых рынков, крупнейший на самом деле. По разным оценкам он за 2016 год составил от 35 до 37 миллиардов долларов, и большинство разработчиков, когда думают, собственно, на какой рынок мне разработать, на какую платформу, думают, конечно, о мобильных платформах. При этом, если посмотреть на показатели стоимости установки, среднегодовая выручка пользователя, то получается, что стоимость установки до $1, а среднегодовая выручка $20. И поэтому на такой посторонний взгляд, грубый, кажется, что это такой очень хороший рынок. На самом деле это не совсем так, но тем не менее. На нашем сайте Localrect Games мы проранжировали рынки по привлекательности. Здесь десятка, на самом деле здесь 11 рынков, потому что 14-й Россия. Поскольку мы из России, мы все равно решили его поставить сюда. Что нужно знать о рынке мобильных игр? Главный рынок мобильных игр — это Китай. На втором месте, по разным оценкам, либо США, либо Япония. Соответственно, на третьем они же. И затем Южная Корея, Великобритания и другие страны. Страны очень разные, как по доходу с пользователя, так по стоимости установки.
Скажем, максимальный доход в Японии почти $90 среднегодовой доход с пользователя мобильной игры. Ну, минимальный в Индии, конечно. Ну и стоимость установки тоже разная. Например, в Южной Корее достаточно высокий среднегодовой доход с пользователей, и стоимость установки достаточно низкая. Кроме того, ну, мало того, что с этих рынков можно по-разному заработать денег, у пользователей тоже разные предпочтения у мобильных. Скажем, Китай совершенно особый рынок, в котором существует более сотни Android-маркетов, из которых Google Play, ну, официально он запрещен, он там существует, но он не в десятке популярных. У них свои мессенджеры, свои социальные сети, аналоги западных. Ну, например, WeChat, основной мессенджер, основная социальная сеть, основной платежный инструмент и тому подобное для мобильных платежей. Ну и, например, Южная Корея, в которой существует Kakao Talk, который мало где больше популярен. И большинство рынков мобильных игр — это рынки по количеству пользователей, рынки Android. Вопрос номер 2. На каком рынке моя игра заработает больше всего? Чтобы ответить на этот вопрос, мы, собственно, делали большую часть работ в этом исследовании. Для этого мы использовали данные сервиса Priori Data, который собирает статистику по пользователям мобильных игр по выручке. Объединили данные по App Store и Google Play. Исследовали данные 250 самых зарабатывающих игр в 55 странах за 2016 год. Но для большинства исследований в 54 странах, потому что нам пришлось исключить Китай. И дальше я объясню, почему. Также мы сделали глубокий анализ игр, изданных на наибольшее количество стран, потому что оказалось, что они зарабатывают больше всех денег. Мы применяли методы статистического, дисперсионного анализа, осреднения и тому подобного, что обычно применяется в этих случаях. Итак, исследовали мы рынок исключительно мобильных ролевых игр, мобильных RPG-игр. Самый крупный рынок для этих игр — это Китай, как ни странно. Он почти в 2 раза больше, чем японский рынок, и почти в 5 раз больше, чем рынок США. При этом нужно понимать, что данные по Китаю у нас есть только по iOS. По Android-маркетам достоверных данных ни у кого нет. То есть можно эту цифру умножить примерно на 2, и получится истинный размер рынка. Общий рынок где-то 11,2 миллиарда RPG-игр, 10 стран занимают там 99 почти процентов, первые 10 стран. России, к сожалению, нет первой десятки. Можно сказать, что это рынок азиатский. Если, скажем, объединить Китай, Тайвань, Японию и Корею южную, то там это будет где-то процентов 80-90 рынка. Также мы посмотрели рейтинг этих рынка по доходу на загрузку. Это такой условный показатель, который позволяет как-то предположить, сколько в среднем зарабатывает игра. Здесь тоже с одной стороны, без сюрпризов. На первом месте Китай и Япония. С другой стороны, есть европейские страны, которые показывают хорошие показатели дохода на загрузку. Швейцария, например. Но нужно понимать, что в абсолютном выражении этот рынок довольно маленький. То есть он 20 миллионов в противовес, например, США, который составляет больше 1 миллиарда. Итак, главный рынок Китай. И что интересно, одна игра на этом рынке занимает 20% всего рынка, а 3 игры 28%. Вот они здесь представлены. А угадайте, кто разработчик? Что? Да, китайский разработчик, конечно, да. Tencent близко, но другой. Не Tencent. Еще какие-то варианты есть? Ну, вторая крупнейшая игровая компания Китая. Да, NetEase. Совершенно верно, это NetEase. Вот, собственно, эти 3 игры. Они существуют только на китайском языке, никаких других нет их. Собственно, поэтому мы исключили Китай, потому что рынок специфический, очень большой. Его можно исследовать отдельно, а для нашего исследования меняет очень сильно все данные. Если исключить Китай, то 20 игр зарабатывают
примерно 77% всего рынка, что примерно там соответствует правилу 80/20. Вот эти игры. Я думаю, что все, вы знаете многие из этих игр. Кто играет в игры на мобильных телефонах? Кто-нибудь играет? Очень, очень мало. Хорошо. Наверное, многие видели хотя бы рекламу по телевизору некоторых из этих игр. Или видели, например, фильм «Звездные войны». Итак, какой рынок самый привлекательный из оставшихся? Здесь опять лидируют Япония, США, Корея и Тайвань по соотношению среднего дохода на загрузку. Собственно, третий вопрос. Принесет ли локализация на новые языки денег? Потому что есть такой огромный рынок, как Китай. Зачем, собственно, куда-то еще выходить? Для этого мы построили такие диаграммы, и выяснилась интересная особенность. Почему мы, собственно, исследовали самые изданные игры? Потому что слева диаграмма количества игр, опубликованных в определенном количестве стран, то есть количественная диаграмма по количеству игр, изданных в этих странах. Скажем, игры, изданные в одной стране, зарабатывают 47% рынка, и так далее. А справа это же диаграмма, но в выручке. И выясняется, что игры, изданные в 54 странах, они зарабатывают в среднем гораздо больше, чем игры, изданные в другом количестве стран. Собственно, нам стало интересно, почему. Вот здесь выручка по количеству стран, Китай исключен. Да, здесь видно 3 таких сгустка, что ли. Игры, которые локализованы на 15-19 языков, на 40, 44, 45, 49 и на 50, 54. Здесь эта же диаграмма примерно в другом виде, в других координатах. Не очень хорошо видно, но видно сгущение пузырей от 48 до 52 и от 52 до 54. Мы предположили, что если бы игры, которые изданы, допустим, в 48 странах, они были изданы в 54, то они зарабатывали бы еще больше и сместились в сторону тех пузырей. То есть почему бы им не издаться еще в оставшихся 9 странах? Какие страны? Скажу попозже. Итак, на самом деле это не отвечает на вопрос. Скажем так, можно издать игру и не переводить ее на язык страны, в которой она издана. На английском языке, например. Или китайскую игру издать на русский рынок или на японский рынок. И, может быть, все будет хорошо. Собственно, мы пытались ответить на этот вопрос, будет все хорошо или нет. И здесь график игр с максимальной изданностью. Синенькими точками, пузырьками отмечены те, которые локализованы. И по оси Y, собственно, их место в рейтинге самых зарабатывающих игр и доли их, скажем так. То есть чем больше доли, тем больше они зарабатывают. А по оси X это условная популярность, количество загрузок. Видно, что, в принципе, игры нелокализованные могут быть достаточно популярны, то есть много пользователей их загрузили, но вверху, то есть они зарабатывают не очень много. Если, такая картина, по крайней мере, для Японии. Точно примерно такая же картина для Германии. Причем заметно, что в Германии можно занять большую долю рынка, потому что там количество игр, изданных на этот рынок, в данной категории меньше. То есть если хорошо локализовать на немецкий язык, перевести, то есть шанс, что игра будет зарабатывать, займет существенную долю рынка. Далее та же самая ситуация для Австрии. У России особый путь немножко. Вы видите один красный шарик, который не локализован. Да, что это за игра, собственно, я вас спрашиваю. Что это за игра, как вы думаете? Эта игра не переведена на русский язык, мобильная, но тем не менее она прилично зарабатывает. Какие есть варианты? Что? Монголы? Покемон. Покемон, нет. Нет, не Покемон. Нет, там достаточно много текста. Нет, это RPG-игра. Да. Мы рассматриваем только RPG-игры. Нет? Есть еще варианты? Нету. Это Last Empire War Z. Она не переведена на русский язык и хорошо зарабатывает на нашем рынке.
Но, как видите, это всего один пузырик, то есть это случайность. Она, тем не менее, есть. Испания — та же самая ситуация, как с другими странами. Аргентина — то же самое. Мы посмотрели языки по популярности. Тут выяснилось, что, например, русский язык на 8-м месте по популярности среди самых изданных игр, что для нас хорошо. Есть много игр на русском языке, но, в принципе, язык более популярен, чем размер нашего рынка не соответствует популярности нашего языка. Но для нас это, в принципе, хорошо. Вопрос 4. Каков возврат инвестиций на локализацию, на разные языки, и окупится ли локализация? Вообще, в принципе. Потому что локализация тоже стоит денег. Для этого мы составили формулу. Коллеги сказали мне, что она похожа на формулу расчета пенсии. Вот, поэтому есть упрощенный вариант. Вот он. Ну, как считается возврат инвестиций? Скажем, берется прибыль, она считается в процентах, берется прибыль и делится на инвестиции, которые были потрачены на то, чтобы получить эту прибыль. Собственно, соответственно, вверху у нас некая условная прибыль, а внизу затраты на локализацию. Сейчас я постараюсь объяснить, что здесь что. 1 минус 0,3. 30% это комиссия платформ, которую мы вычитаем из выручки. Выручка у нас не простая, а эффективная. Мы взяли среднюю выручку локализованной игры и отняли от нее среднюю выручку нелокализованной игры. И получилась как бы условная такая добавленная стоимость в деньгах локализации. Затраты на маркетинг, они здесь тоже условные. Мы считали, что все загрузки, которые получила игра, не платные. Посчитали среднюю стоимость загрузки и умножили одно на другое. Ну и, собственно, стоимость локализации, я думаю, все могут посчитать без меня, возможно, даже лучше, чем я, потому что это стоимость слова, умноженная на количество слов. У нас получилась вот такая формула. И мы посчитали ROI локализации по этой формуле для 3 стран. Я могу вернуть формулу. Вот так, оп. Хорошо. Итак, что видно на этой табличке? Такая табличка, планируем ее сделать и для других стран. На табличке видно, что с ROI локализацией все хорошо, даже по такой пессимистичной формуле, как у нас. То есть обычно ROI локализация считается каким образом? Затраты на локализацию делаются на выручку с рынка, который получила программа или, например, игра, что, конечно, неправильно. Что также видно, что у нас достаточно высокая вероятность попадания в топ-250, то есть в топ самых зарабатывающих игр. Почему так получилось? Потому что у нас ограниченная выборка самых изданных игр. То есть если у вас игра издана и локализована на много языков, у вас действительно большие шансы попасть в топ зарабатывающих игр. Собственно, что в будущем? Мы планируем расширить выборку для игр, посмотреть игры других жанров, и также, в принципе, такой подход к подсчету окупаемости локализации действителен для неигровых приложений, но которые являются приложением одновременно бизнесом. То есть это не B2B приложение, например, а B2C приложение, например, приложение для медитации, какие-то записи упражнений физических и тому подобное. К ним это тоже применимо. Да. Также наш научный сотрудник попросил меня сказать, что мы планируем использовать искусственный интеллект для сегментации разработчиков игр, вот там, где критерии есть 41, по изданности, например, чтобы учитывать другие факторы. Вопрос 5. Как качество локализации влияет на выручку и возврат пользователей? В мобильном рынке есть такое понятие, как retention. Вот возврат пользователей, это предполагаем, что оно. Для этого мы в 2014, 2015, 2016 годах проводили опросы игроков, российских и китайских, поэтому слайды на английском. Собственно, что выяснилось? Что, во-первых, все игроки предпочитают локализацию, но при этом китайские, например, игроки спокойно относятся к субтитрам, в отличие от русских.
Русские субтитры практически не приемлют. Также, как относятся игроки к плохой локализации? Многие из них говорят, что прекращу покупать игры этого производителя. Какие-то говорят, что, значит, я расскажу о плохой локализации друзьям, знакомым, на форумах и тому подобное. Но некоторые говорят, что я ничего не буду делать. Вот. В России, причем больше, чем в Китае. На хорошую локализацию реагируют люди противоположным способом. То есть обещают покупать больше игр этого разработчика. Обещают тоже всем рассказать о том, что хорошая локализация. Скажем так, русские, причем обещают рассказать большему количеству человек, то есть больше людей говорят, что я расскажу. Итак, краткий вывод. На самом деле исследование достаточно большое, но время ограничено, поэтому я сократил его достаточно сильно. Что интересно по поводу, например, ошибок. Выяснилось, что пользователи спокойнее относятся к грамматическим, пунктуационным ошибкам, чем к стилистическим ошибкам. То есть многие, особенно китайцы, китайские игроки, они не приемлют непопадание в стиль и очень из-за этого расстраиваются. Далее кейс. Собственно, игра называется DR от компании Telltale Games. По названию можно догадаться, что люди из Тольятти, то есть частично наши земляки. Наш директор по постоянному развитию, наверное, на русском так звучит должность его, Юра, и партнер. Он сам из Тольятти, и он говорит, что вот этот дом в середине, который, он в нем жил. Значит, сюжет игры примерно такой. В Тольятти окончательно закрылся завод «АвтоВАЗ», наступил апокалипсис, и людям приходится выживать в этом тяжелом мире. Ну, на самом деле, шутка, конечно. Но это игра про выживание в постапокалиптическом СССР. Итак, что мы сделали для разработчиков? Мы отредактировали английский текст, который в них был, собственными силами сделан. Перевели им на несколько языков игру и посчитали окупаемость локализации. Вот здесь в динамике представлены события, о которых я говорил. То есть, например, синие графики обозначают количество загрузок, зелененькие графики — выручка приложения. Видно, что после того, как добавили перевод на английский, выручка так достаточно серьезно выросла. Внизу платформа Android, сверху iOS. Также, когда добавили перевод на итальянский, корейский, индонезийский, выручка скакнула. Когда добавили перевод на бразильский вариант португальского языка, это случилось в октябре, совсем недавно, выручка увеличилась только на iOS. У меня нет разумного объяснения этому. Я думаю, что, возможно, на Android они сделали это чуть раньше или чуть позже. И мы посчитали по вот этой формуле окупаемость локализации. Это до сих пор я говорил, почему кейс хороший. Цифры очень хорошие получились, правдоподобные, потому что есть язык, который не окупился. Нужно понимать, что для стран ROI мы подсчитывали данные за 2016 год целиком. А здесь мы подсчитывали, например, ROI английского с мая 2017, когда его добавили. Соответственно, индонезийский с июня, например. Видно, что языки разные по окупаемости. Что, например, редактирование английского — это было очень хорошо, добавление корейского тоже в целом. Бразильский, португальский, только добавили, поэтому непонятно, вроде тоже нормально, а с индонезийским какие-то проблемы. Вот. Возможно, он окупится где-то к концу 2017 года или где-то к 2018, но неизвестно. Вот, этим кейс хорош. Плох кейс тем, что эта игра премиальная, то есть это не типичная мобильная игра, обычно они фри-то-плейные сейчас. Игра премиальная. Кроме того, у игры есть бесплатная версия фри-то-плейная, в которой есть встроенные покупки, данные по которым мы не учитывали. То есть ROI он на самом деле немножко больше. Вот. И еще кейс плох тем, что у них не было никаких затрат на маркетинг. То есть они не закупали трафик, никак не продвигались, не публиковали пресс-релизы, не делали ничего. То есть они сделали локализацию и все. Собственно, у меня все. Вопросы?
Спасибо, Денис. Есть вопрос? Спасибо, Денис. Меня зовут Елена. Я, в общем, работаю самостоятельно. Как ИП, в смысле, не привязан ни к какой компании. У меня вопрос такой. Почему вы выбрали жанр РПГ? Это первый вопрос, наверное, из нескольких. Хорошо. Ну, выбрали жанр РПГ, потому что там достаточно много текста. Мы предположили, что, возможно, ну, как сказать, чем больше текста, тем больше затраты, тем более пессимистичная оценка. Понятно. Планируете вы включать также в исследования игры, у которых модель монетизации основана на именно внутриигровых покупках, а не на покупки именно вот скачали и играют? Конкретно в исследовании не только, ну, в исследовании, скажем, в кейсе. На примере кейса показан расчет окупаемости локализации для премиальной игры, а вообще там фри-то-плейные преимущественные игры в исследовании. То есть у вас и те в исследовании? Да. Большинство фри-то-плейных. Вы их не разделяете или вы думаете, примерно одинаковые данные будут? Ну, я не очень понял вопрос. Данные разные. Мы исследовали, собственно, выручку, несмотря на модель монетизации игры. Но большинство игр в топе, естественно, фри-то-плейные. Они зарабатывают больше. Вот еще такое, ну, просто наблюдение. Я, например, точно знаю, что в некоторых регионах определенные жанры игры, они более популярны, чем другие. Там, например, в Японии это дейт-симы или визуальные новеллы, которые и на мобильном тоже маркете есть, на мобильном рынке. И, соответственно, как бы успех локализации может зависеть не сколько от, ну, как бы, и языка как такового, но и от культурных, в принципе, особенностей, зайдет ли игра на каком-то рынке. Ну да, тут есть, как бы, мы исследовали только самые успешные игры. Нужно понимать, что самые успешные игры, они самые хорошие. То есть если у вас плохая игра, вот, и, ну, реально плохая игра, плохое приложение, неинтересное пользователю, локализация не окупится, не поможет, потому что, ну, игра плохая. При этом разные жанры популярны в разных странах, но, опять же, популярные, мы смотрели выручку, то есть популярны с точки зрения денег. То есть, может быть, какие-то игры в Китае, например, гораздо более популярны, но мне кажется, RPG-игры зарабатывают больше. А у вас были случаи, когда локализация испортила показатели в какой-то стране? Ну, в смысле? Не знаю, но никто это не считает. Поэтому мне сложно сказать. Ну, наверное, да. Ладно, спасибо большое. Спасибо. Здравствуйте, Алексей, компания Plarium. Занимаемся как раз таки разработкой RPG-игр. Подскажите, пожалуйста, при подсчете затрат на локализацию проектов учитывали ли вы только затраты на локализацию внутриигрового контента или же на локализацию маркетинговых материалов, контента именно для продвижения игр на рынке? Ну, я не скажу, ни да, ни нет. То есть мы считали, что в среднем в игре RPG где-то 70 тысяч слов. Вот. Там от 30 до 90, но мы решили, что это, наверное, ближе к 70. Соответственно, если игра меньше, в нее, ну, скажем, потом маркетинговые материалы дополнительные, как назвать, влезает в это количество слов, то можно считать, что мы учитывали. Если не влезает, то можно считать, что не учитывали. То есть это такой условный показатель. То есть просто для каждого проекта было взято 70 тысяч как константа, ну, плюс-минус. Для среднего, подсчета среднего, вот та формула, которая была по странам, она из расчета 70 тысяч слов на затраты на локализацию. А для кейса, ну, учитывались их затраты, у них 30 тысяч слов, включая маркетинговые материалы. Спасибо. Денис, добрый день. Меня зовут Елена, я представитель переводческой компании «Эготранслейтинг». У меня два вопроса. Первый. Нельзя ли рассказать поподробнее о том, как у вас выстроена производственная цепочка, которая работает над заказом по локализации ПО, игр, неважно, и разделяются ли они у вас? Или все-таки между ними есть, как правило, что-то общее, просто они
подходит к каждому продукту специфично. Это раз. То есть работаете ли вы методом Scrum команд, либо, соответственно, у вас, к примеру, есть определенный менеджер продукта, и он дальше распределяет задания по отделам. И второй вопрос по поводу сложности разработки игр. Нет ли у вас какой-либо статистики или уже сложившегося, скажем так, мнения, что какие-то игры, например, в зависимости от жанра игры, либо в зависимости от того, на каком движке она разработана, соответственно, то есть с какими-то легче работать, с какими-то тяжелее? Есть ли подобное мнение? Спасибо. Я на второй вопрос отвечу. Первый, на первый тоже, наверное. Первый вопрос, он не про мой доклад, вы можете подойти ко мне, я направлю Ксюшу, она лучше про это расскажет. Хорошо. Второй вопрос, с какими-то играми действительно какие-то игры проще переводить, какие-то сложнее. Это не зависит от движка, это зависит от компании-разработчика, как у них устроен процесс. То есть если процесс устроен достаточно хорошо, то это, в общем-то, легко. Как правило, чем старше компания и чем она известнее, тем лучше у них выстроены процессы. Если, например, это молодой китайский разработчик, то там очень сложно. Потому что они, например, не думают о том, что есть другие языки, и другие языки существенно больше по размерам, чем китайский. Вот. И поэтому там случаются всякие казусы. То есть это не зависит ни от платформы, ни от чего, это зависит от разработчика. Тогда не могли бы вы уточнить, скажем так, какие, допустим, процессы на стороне разработчика, то есть вот озвучить конкретно, что помогает вам более грамотно, допустим, в более сжатые сроки локализовать игру? Что со стороны разработчика, какие данные? Грамотно составленный логкит. Как я и думала, то есть со всеми типичными... Да, вот мы на конференции собрались, в том числе для того, чтобы узнать, повысить свой профессиональный уровень, скажем так, чтобы здесь есть представители разработчиков, чтобы процесс у них был организован лучше, у нас был организован лучше. Это одна из целей, если не основная цель конференции. Поэтому, скажем так, чем лучше выстроен процесс у заказчика, тем удобнее с ним работать. Все. Хорошо, Денис, огромное спасибо, вы отлично ответили. Спасибо. Да, спасибо, Денис, интересные цифры. Павел Доронин, компания SmartCat. На самом деле, я могу ошибаться, но, по-моему, от 2012 или 2013 года тоже была статья All Correct, не помню где, примерно на такую же тему. Там исследование было, конечно, менее научное, но я помню, что там основной тезис был, на какие языки локализовывать игры в первую очередь, там был тезис fix. То есть французский, итальянский, немецкий, испанский. Сейчас, интересно наблюдать, что мир меняется, и сейчас в 2017 году уже рулит Азия. И, это связано там и с тем, что доставка контента как-то глобализуется, и с тем, что экономические причины разные. Можно ли применить этот метод, который вы используете, например, чтобы разработчики игр смогли сработать на опережение, то есть оценить динамику? Например, с Ирана сейчас сняли санкции, и наверняка там в Иране все эти процессы продажи игр как-то придут в порядок, и если локализовать на фарси, например, игру, то есть шанс выстрелить и уделать всех, потому что там, например, игр мало. Это как пример, например. Можно ли ваш метод, например, или, может быть, вы уже используете, чтобы динамику оценивать, или, например, что ROI там на немецком рынке, падает, к примеру, не знаю, падает или нет, вопрос про динамику. Про динамику, пока у нас нет данных. А кроме того, эти данные, они выходят за пределы нашего конкретного исследования. Например, оценить перспективность рынка фарси, нужно же, языка фарси. Нужно же понимать, наверное, а вдруг вот сейчас санкции сняли, а вдруг их потом введут. Мы же за это не отвечаем, это не в нашей компетенции. Вот. Но рост можно, скажем так, рост рынка показывают аналитические отчеты, данные агентств, данные тех же Эпени, там можно это посмотреть. Или там Ньюзу выпустит, например, выпускает постоянно отчеты, в которых видно, что какой-то рынок растет быстрее. И можно примерно оценить его размер и посмотреть, что есть смысл, нет. И также посмотреть, сколько там игровых тайтлов, чтобы понять, какая конкуренция. И, наконец, подумать о том, что вообще нравится. Потому что в мусульманских странах там с играми, скажем так, у них свои предпочтения и свои ограничения, которые нужно учитывать.
Мой вопрос, собственно, как раз и в глубине и был про конкуренцию, потому что, ну, допустим, да, я увидел, что в Китае, там, в Японии больше всего платят, и я делаю РПГшечку и выхожу с ней там на азиатский рынок, и неважно, насколько она крутая у меня, я выхожу на высококонкурентный рынок, и получается, что мне нужно больше затрат на маркетинг. Вот, собственно, мой вопрос про опережение, как раз, чтобы посмотреть тенденции и, возможно, выйти на рынок, где Да. конкурентов меньше, но ROI может быть потенциально выше. Мы хотим, ну, в результате у нас должна получиться, в результате этого исследования должна получиться что-то типа диаграммы Парето, в котором оценивается не только окупаемость, но и риски. Ну, для этого нам нужно там больше выборку и понять, какое количество игр вообще в принципе на рынке есть. Ну, то есть, если игр очень много, то вероятность того, что вы попадете в топ, она небольшая. Вот. А если игр мало, то вероятность того, что вы попадете в топ, достаточно высокая. Поэтому вероятность того, что вы заработаете денег, она, ну, может быть примерно одинаковый. Результат может быть на разных рынках разного размера, но примерно одинаковый. Да, но пока мы не успели это сделать. Спасибо. Можно, да? Добрый день, Сергей, компания 1С. Подскажите, по формуле вашей, почему вы в затраты на локализацию включаете только перевод? То есть насколько имеет смысл на разных рынках менять сам контент? Например, если я хочу выпустить игру для Японии, стоит ли мне вкладывать деньги в перерисовку персонажей, поддержку подобное? Спасибо. Ну, на самом деле, это вопрос больше к разработчикам. Они лучше в этом разбираются. Но действительно есть региональные особенности рынков. Но и хочется сказать, что да, нужно все переделать. Что нужно, например, если мы издаем игры азиатские в Россию, всем, значит, глаза сделать шире, например. Или наоборот уже. Но на самом деле это не совсем так, потому что мы играем в игры других стран, именно в том числе из-за культурных особенностей, из-за экзотики. Просто она должна быть в самой игре, ну, понятна. Или в приложении, например. То есть смысл в чем? Если мы, например, сделаем игру про Колобка, но при этом не поясним, кто это такой, например, почему нужно убегать, почему нужно петь песенку, а от лисы нужно убегать. Вот, то никто, кроме русских, в нее сыграть не сможет, выиграть не сможет, ну, потому что никто не знает про Колобка. Вот. Но если будет какое-то обучение, будет понятно, что вот это Колобок, и что от лисы нужно срочно убегать, тогда все будет в порядке, возможно, в эту игру будут играть. То есть тут нет готового ответа. Да, нужно учитывать культурные реалии, нужно понимать, что то, что мы впитали там, то, что мы с детства знаем, представители других культур, других стран не знают. И это нужно учитывать. Все.